Приветствуем вас на нашем канале «Зеленая комната». Но сегодня у нас не зеленая комната, сегодня у нас Гран-Канария, где мы находимся в отпуске уже 2 недели. Отпуск подходит к концу, и в комментариях я получила вопрос, а покупаете ли вы что-нибудь. Вот даже с Гран-Канарием, вот эти вот сейчас ящики, все это приготовлено для упаковки, чтобы везти с собой. Конечно, покупаем. Я вам еще предварительно там показала несколько растений. Игорь, а давай вынесем еще те растения. В предыдущем видео я рассказывала о том, что мы приобрели. Вот это у нас топелия, она отцвела. Теперь я буду уже спокойно, что цветков, потом что цветков не будет, у нее не сломаются. Это у нас адениум. Узколистный, интересный, я больше его здесь нигде не встретила. А также вот еще серия кактусов, которая также поедет с нами домой. Вот такой кактусик, очень красивый, все это уже упаковано. Вот посмотрите, какая прелесть. И на нем какие-то вот зеленые, нежно-зеленые вот такие вот пятнышки. Интересно, то ли цвет, то ли, ну, животных я не заметила. Насекомых, то есть. Ну вот, смотрите еще, что приобрела ваша Валя. Мы обходили все садовые центры. Один центр нам очень понравился, садовый. Я бы там много чего купила. Но у нас, к сожалению, ограничено с багажом. Потому что мы летим на 2 самолетах. И, естественно, нам придется с этим всем таскаться. И я не очень настроена на это. Что мы приобрели еще? Значит, мы приобрели драцену из Индии. Тоже интересная драцена. Она называется как лимон или вот как-то вот так. Я еще до конца не знаю. Они все, видите, побрызганные. Также я приобрела хою. Хоя блондис. Покажи ближе, какая красивая. Это она на солнце вот так загорает. Видите? Это во всех садовых центрах я просила брызгать. Пальцами, руками, ну, догадывались, что надо побрызгать. Дальше я купила свою любимицу обезьяний хвост. Вот такой вот колючий, огромный, и он очень много весит. Буду освобождать все от земли, упаковывать еще по-другому, и как бы сейчас у нас это предстоит задача. Дальше ждем, Валя, я же с тобой. Ну да. Ну, все. Вот. Дальше мы приобрели вот это вот, знаете, это вот драцена, как они пишут, драцена лемон, малайка какая-то, малайка. У нас такой я не видела нигде, что продавалась. Вот. И вот такую синецию я приобрела, варигатную. Посмотрите. Это необыкновенно. Она такая мягенькая. Ну, в смысле не мягкая, а вот как вот похожа на синецию. Только вот какая-то необыкновенная она. Вот посмотрите ближе. Очень интересное растение. И она мне стоила 1 евро с чем-то. Поэтому я ее купила. Не потому, что она дешевая, а потому, что у меня такой нету. Я думал, у тебя все есть, Валя. Вот такой у меня есть. Кактус варигатный. Тоже за 1 евро я его купила. Вот, ну, потом уронила его. Вот он у меня сейчас вот так вот ходит, как будто он чуток выпил. Он дрожит, он боится, что опять уронит его, Валя. Да, наверное. Грунт, как я вам уже рассказывала, здесь грунт смешан с лавой. У них, видно, все это дорого стоит. Ну, я посмотрела примерно, почем здесь грунт, почем тут. Да, действительно дороговато. Потому что лечуза у нас стоит 5-литровый мешок где-то 18 евро, а здесь 40. То есть есть. Ну и последнее, что я получила в подарок от Ника. Это он ведет канал Гран-Канариен. Ника Гран-Канариен, вот так у него. Если кому интересно, обратитесь, посмотрите. Он очень увлекательно рассказывает о своих питомцах. Мы были у него в его салоне, и там находилось огромное количество сансевьери,
Он позже выставит вот это свое новое видео о сансевериях, расскажет о каждой. Ну, там были сансеверии, которых я в жизни не видела. Очень огромное количество. А также у него много аглонем. Ну, а хои он, как он сказал, что все распродал. И я хотела у него купить что-то, но хои мне не успела, как говорится. И вот он мне подарил его собственное. Он их опылял. То есть это акули, как его называют? Я не знаю, Валя. Ну вот акули Вале Фин и Black Gold. То есть что-то он скрестил, и вот такая красавица получилась сансеверия. Вот эти листья очень твердые уже. Вот. Грунт вижу замечательно, все ухожено, все красиво. Вот, ну, молодец он. И я, конечно, была поражена видом его сансеверии. Все настолько ухожено, настолько все четко, как бы сказать, видно, что он сильно заботится об этих растениях, потому что было все очень чисто, идеально. Все растения были политы. В белых горшочках все. Все в белых горшках, да, одинаковых, настолько все красиво. Мы были поражены, конечно. Ника, большой тебе привет, если ты видишь это видео. Мы рады, что с тобой познакомились. Конечно, у нас одна общее увлечение. Вот, и я была, конечно, в большом шоке, то, что я увидела. И советую вам тоже пойти на этот канал и посмотреть. Это настолько интересно, увлекательно. Он рассказывает об этих растениях. Вот. Ну, не то, что я, конечно, у меня маленький опыт. Нашему каналу еще нету года. Ну, стараюсь что-то выучить, что-то прочитать, чтобы вам было интересно. Вот. И Игорь там ходил тоже. Тебе понравилось у Ника? Понравилось, Валя. Я восхищался тобой. Ну, как всегда, ребят. Извиняемся за наш вид. Мы, конечно, в отпуске, без косметики, без всего. Но приобрели еще много косметики. Здесь, кстати, на этом острове Гран-Канария есть магазин Маркедона, у которой своя собственная косметика. То есть у них своя собственная лаборатория. Они выпускают эту косметику, настолько все дешево. То есть там и крема, и все не выше 6 евро, я вам скажу. Но настолько я уже несколько лет пользуюсь этой косметикой и кремами. И, естественно, они, да. Я также в полном восхищении от этих кремов. И если кто-то когда-нибудь поедет, запомните Маркедона. И там есть отдел косметики. Сначала я думала, как это так, косметика дешево стоит, это не может быть. Оказывается, что у них своя лаборатория, они сами выпускают, сами контролируют свою продукцию, то есть идет четкое описание. Ну, у них в основном в кремах и всех используется перец, еще какие-то там ингредиенты, я уже не помню. Ну, я читала, все досконально изучала и осталась довольна, потому что там большие крема есть, серум, вот эти вот, которые от морщин, и действительно они работают. И я когда посмотрела, серум стоит 5 евро. Я думала, ну как так дешево не может быть. Что-то может быть подделка китайская или еще что-то. Нет, вот именно это. Больше ни в каких магазинах это нет. Можно на сайте поискать, если кому интересно, Меркадона, и посмотрите наличие кремов каких-нибудь. Вот, на этом мы заканчиваем свое небольшое видео. Мы сейчас с мужем идем на океан, погуляем там, потому что погода стоит ужасно жаркая, мы долго не будем. Окунемся, может быть, и пойдем. А может 2 раза окунемся? Нет, 1 раз. Так. Да. Вот. Вода стоит теплая, потому что в это время года вода в океане теплая. Вот. Ну, у нас тут еще наличие 3 бассейнов, поэтому мы этим не страдаем. Но единственное, что страдаем из-за жары. Жарко. За 30. Ну, и мы сразу приехали с прохладного климата, сюда приехали, естественно, мы это почувствовали разницу.
Может, уже и возрастное какое-то. С этим очень легко бороться, Валя. Зашла в воду, Постояла. постояла, и все, прохладно тебе. Да, но ночью прохладно. Ночью прохладно. Мы спим с удовольствием здесь, не напрягаясь. У нас в отеле нету кондиционеров. Ни комаров, Ни комаров, ни мошек. Ну, единственное, что наш отель находится рядом с кафе, где живая музыка. Ну, вы понимаете. Ну, мы этим не страдаем. Мы все это воспринимаем нормально. Все, на этом мы с вами прощаемся, наши дорогие зрители. Желаем всем хорошего дня, хорошего здоровья, крепкого. Пишите комментарии. Мы всегда читаем ваши комментарии, радуемся, когда хорошие, позитивные. Мы считаем, что наш канал ведет позитивную работу. Мы рассказываем о растениях, мы не о политике, ничего, мы этого грязного не касаемся. Мы касаемся светлого, чистого и распространяем также свои растения, которые приносят другим счастье. Я считаю, что это очень хорошо. Правда, Игорь? Да. Все. Всем до свидания. До свидания. Хорошего дня И еще раз. мирного, чистого неба над головой.